Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Меня зовут Александра. В этом видео я хочу поделиться с вами информацией, какие семена овощей и цветов, а также полюбившихся мне растений я собрала в прошлом сезоне, чтобы иметь собственные семена и не покупать каждый раз, как только это нужно. Но тем более, что сейчас, как вы знаете, семена стоят очень дорого. Под видео я оставлю ссылку на список семян с указанием цены. Может, вы заинтересуетесь и захотите приобрести те или иные семена. Я могу их выслать по почте. Напомню, что живу сейчас я в Украине. Видео о собственных семенах я разделю на несколько частей, потому что хочу более подробно показать и ассортимент, и одновременно сделать более оптимальной длительность самого ролика. Поэтому будет 2 или 3 части, в каждой из которых я продемонстрирую определенную группу семян, то ли определенных сортов овощей, то ли цветов. Но начнем, пожалуй, с некоторых нюансов. Поговорим об общих правилах заготовки семян. На этом я остановлюсь буквально пару минут. Думаю, вы знаете, что собирать семена лучше с сортовых растений. Здесь практически всегда будут сохраняться сортовые свойства, если растение не переопылилось. А вот с гибридами немножко сложнее. Некоторые сохраняют свои свойства, а некоторые расщепляются до неузнаваемости. Здесь стоит полагаться на свой опыт. Я, например, экспериментирую с гибридными семенами каждый год. И хочу сказать, что семена одних селекционных компаний практически повторяют свойства родителей примерно 2-3-4 года. Например, это касается семян американской компании American Seed, нидерландской компании Seminis. Я пробовала выращивать новые растения из семян гибридов этих производителей, и они вполне себе клонировались 2-3 года подряд, повторяя свойства родителей. А вот с семенами компании Syngenta так у вас не выйдет. Они практически либо полностью расщепляются, либо же совершенно стерильные, и из них ничего не растет. Поэтому не тратьте зря время, если хотите собирать семена гибридов этой селекционной компании. А теперь приступим к обзору моих семян. Это, конечно, не все, это только маленькая часть того, что я насобирала, того, что у меня есть в запасе. Но хочу приступить к обзору. Начну, пожалуй, с семян сортовых сладких перцев. У меня есть несколько сортов. Сейчас я вам их продемонстрирую. Значит, тут, в общем, скажу так, закрома. Все подписано. Это все свежие семена этого года. Так, вот это перцы. Дальше вот томаты. Томаты я в следующем видео, думаю, потому что слишком много будет информации, вы просто не сможете это все переварить. Значит, вот это вот моя сокровищница. Видите, сколько все свеженькое, все красивое. И начнем, пожалуй, с каждого сорта отдельно. Я буду буквально пару слов говорить, чтобы вы понимали, каким будет этот сорт, что вы из него получите, каким будет урожайность, каковы сроки созревания, и так далее. Первым у меня по списку сладкий перец айвенго. Так, значит, сейчас мы его найдем. Очень люблю я этот перец. Вот, видите, какой он красавчик. Много я насобирала семян. Это один из самых ранних сортов сладкого перца. Выведен он селекционной компанией Nasco. И по времени вегетационный период занимает у этого перца примерно около 100 дней. Перец среднерослый, растение компактное, плоды имеют конусовидную форму. Масса каждого перчика 95-140 граммов. Выращиваю я этот перец практически каждый год, очень довольна его урожаем. Плоды сначала набирают такой вот желтоватый цвет, а потом со временем становятся красными, красивыми, сочными плодами. Так, что у меня здесь еще есть? Вот еще один перчик. Это перчик Леся.
Красный перчик, толстокожий такой, толстостенный, хороший, но размеры у него не очень большие. У меня это красный перец, но он бывает еще и желтый, и оранжевый. Я собирала только красный. Желтый и оранжевый пока еще не выращивала. Перец леся имеет ранний срок созревания. Его можно выращивать и в открытом, и в закрытом грунте. Растение низкорослое, высота куста не более 50 сантиметров. Но все равно требуется опора, потому что куст имеет слабую корневую систему. Форма перца имеет вид сердечка с острым носиком. Средний вес перчинки в пределах 150-170 грамм. Такой перчик имеет довольно толстую стенку, около 6 мм, и идеально подходит для заготовки на зиму, для замораживания и для фаршировки. Под третьим номером сладкий перец колобок. Или ротунда красная, как у нас обычно говорят, или перец сортотипа гагашары, как еще его называют. Думаю, многим он знаком по такой приплюснутой форме. Это среднеспелый сорт для открытого грунта. Куст довольно высокий, примерно 60 сантиметров. Плоды мясистые, массой 90-140 грамм с толстой мякотью. Такой перчик идеально подойдет для перечной пасты, для фаршировки и замораживания в свежем виде. Он довольно сладкий и очень сочный. В отличие от конусовидных сортов сладкого перца, перцы гагашары более подвержены вертицеллезному увяданию или вилту. Это их физиологическая особенность. Из-за большого содержания сахара в плодах микроскопические грибы их очень любят. По четвертым номерам перец атлант, красный, среднего размера. Это раннеспелый сорт, красный сладкий перец. Очень неприхотлив в выращивании, можно выращивать и в открытом грунте, и в теплице. Куст слабораскидистый, среднерослый. Вегетационный период такого перчика 110-120 дней. Плоды конусовидные, крупные, вес каждого плода около 150 грамм. Перец толстостенный, очень мясистый, толщина стенки примерно 6 мм. В стадии технической зрелости плоды салатные, красивой конусовидной формы, а в биологической фазе красные, насыщенного цвета. Перец атлант завязывает много плодов. Они имеют отличный товарный вид, но требуют хороших подкормок. С 1 квадратного метра можно насобирать примерно 7-9 килограммов такого перца. Поэтому не ленитесь, кормите и будете иметь хороший урожай. Под пятым номером перец антей. Люблю этот перчик использовать для фаршировки и запекания. Сорт высокоурожайный, до 7 килограммов плодов можно собрать с 1 квадратного метра. Плоды имеют одинаковую конусовидно-призмовидную форму, очень красивый вид и насыщенный красный цвет. Вес каждого плода около 200 граммов. Длиной 10-12 см, толщина стенки 6-8 см, а на кустах плодов довольно много. Вегетационный период этого среднеспелого сорта составляет 120 дней. В стадии технической спелости плоды приятного зеленого цвета. Куст среднерослый, высотой 60-70 см, компактный и не требует опоры. Под шестым номером перец Богдан. Это огромный желтый сладкий перец, который относится к ранним сортам. Имеет ярко-желтые плоды, толстые стенки. Его можно выращивать как в открытом, так и в закрытом грунте. Куст компактный, среднерослый, высотой примерно 60-65 см. Плоды имеют конусовидную форму, толщина стенки 8 мм. Вес каждого плода в пределах 150-200 грамм. Люблю этот перчик. Он никогда не подводит с урожаем. Ну, а теперь семена перцев, собранные с гибридов. Эти семена дают урожай еще 2-3 года, а затем нужно снова покупать свежие от производителя. Я делаю так каждый год, выращивая несколько проверенных представителей этих гибридов. Например, это перец Геркулес. Он выведен французской семенной компанией Клоус. Это очень популярный ранний сладкий перец, который вполне хорошо растет и в закрытом, и в открытом грунте. Вегетационный период довольно короткий, около 75 дней. Куст среднерослый, высота 60-70 см. Плоды имеют свойство расти внутрь куста,
Поэтому нужно снимать первый плод, который завязывается из коронного цветка, чтобы могли в кусте поместиться следующие плоды и не мешать при этом друг другу. Потому что стебли у этого растения довольно хрупкие и часто ломаются при перегрузке плодами. Вес каждого плода около 200-250 грамм. Это так называемый кубовидный перец. У него внутри 4 семенных камеры и 4 плодовых стенки. Толщина стенки примерно 6-8 мм, смотря как вы будете поливать, а длина плода примерно 12 см. Очень сладкий и очень вкусный перец. Я его выращиваю каждый год. Обычно я его запекаю, использую для перечной пасты и так едим в сыром виде. Собственные семена этого гибрида я уже высевала, имею определенный опыт. Они сохраняют свои свойства 1-2 года, а вот на 3-й год нужно снова покупать семена элиты. Очень рекомендую этот перчик. Под 2-м номером это перец Портека. Красный, раннеспелый сладкий перец, очень урожайный, селекции нидерландской компании Рикцван. Я его выращивала впервые в прошлом сезоне. Скажу так, созрел самым первым. Перцы висели на кусте, как яркое красное ожерелье, которое было видно с самой дальней точки огорода. Выращивала я его в открытом грунте. Кусты получились компактные, невысокие, перчики были небольшие, острой конусовидной формы, весом около 100-120 грамм, длиной 12-14 сантиметров. Стенка плода не толстая, но вкус просто замечательный, очень сладкий, с тонким ароматом, который обычно присущ сортам горького острого перца. Такой себе, знаете, сладкий перец чили. Период вегетации у этого перца довольно короткий, около 70 дней. Плоды созревают дружно, содержат много сахаров. Семян я собрала немного, хочу попробовать вырастить их в этом сезоне. Под 3-м номером перец Springboks. Это тоже большой желтоплодный сладкий перец кубовидного типа, такой же, как и Геркулес. Он очень популярен среди огородников, реализующих раннюю продукцию на рынке. Перец Springboks ранний, крупноплодный. Его можно выращивать и в открытом, и в закрытом грунте. Плоды достигают веса 150-200 грамм. Стенка плода имеет толщину 6-8 мм. Вкус сладкий. Перец очень яркий и очень ароматный. Можно использовать его и для еды в свежем виде, и для заморозки, и для фаршировки. Но для фаршировки придется брать довольно большую посуду, чтобы туда поместился хотя бы с десяток вкусных перчинок. Springboks из своих семян я уже выращивала. Урожайность довольно высокая, но плоды несколько меньше по размеру, чем плоды, выращенные из семян элиты F1. Зато платить за десяток семян несколько евро вам не придется. По крайней мере, собственные семена можно высаживать на рассаду каждые 2-3 года. В конце видео хочу дать небольшой совет. Чтобы избежать переопыления ваших любимых сортов, высаживайте каждый сорт на расстоянии друг от друга или хотя бы практикуйте поочередные смешанные посадки. Например, сорт перца, затем сорт томатов и так далее. Если будете собирать семена, старайтесь выбрать их из плодов, полностью созревших на кусте. Семена собирайте из семенной коробочки, которую мы обычно при чистке перца удаляем. Именно они получили наибольший запас питательных веществ от мамы и будут сильными и плодовитыми родителями в будущем. Ну вот, такой обзор моих семян получился. Это только первая часть. На следующей я работаю и скоро представлю. Надеюсь, видео было для вас познавательным. Если вы еще не подписались на мой канал, не забудьте подписаться. Благодарю вас за лайки и за комментарии. Жду вас на просмотре следующего видео. Ну и, конечно же, загляните в список семян. Думаю, вам будет интересно. Всего доброго, всем хорошего урожая. Пока-пока, скоро увидимся.